Ребят, всем привет! Рад видеть вас на канале Своими руками. Сегодня я вам покажу, как врезать мебельные петли. Вот такие обычные мебельные петли. Они могут быть накладные, могут быть вкладные. Это не имеет никакого значения для установки. Устанавливаются они совершенно одинаково. Чем отличаются накладные и вкладные? Накладные петли нужны для установки на дверь, когда она находится как бы сверху, а вкладная петля нужна для установки двери, которая будет находиться вот так вот внутри, будет открываться. Вот сегодня у меня вкладная петля, но еще раз повторюсь, что для установки это не имеет абсолютно никакого значения. Размеры у них у всех стандартные, поэтому для того, чтобы установить такую петлю, нам необходимо вот такое так называемое сверло Фостера, которое будет выбирать посадочное место для нашей петли. Отмеряем от края нашей будущей дверцы ровно 22 миллиметра. Это расстояние стандартное, оно используется для установки абсолютно любых петель вот такого типа. Если вам предстоит устанавливать не одну, не две дверки, можно облегчить этот процесс. Просто отрезать вот такую плашечку 22 миллиметра шириной и по ней делать отметку. Это будет гораздо быстрее и удобнее. Обратите внимание, что сверло Фостера не стоит заглублять до упора, если вы делаете дверцу например, из ЛДСП, чтобы вот этот кончик сверла не вышел у вас с лицевой стороны фасада. Лучше лишний раз перепроверить, вложить нашу петлю. Если этой глубины достаточно, то все, останавливаемся. Итак, наше посадочное место готово. Вставляем в него нашу петлю и фиксируем саморезами. Здесь самое главное, чтобы ее направление было строго параллельно краю нашей дверки. Ну вот и все, наша дверка установлена. Вот так вот она будет у нас открываться, закрываться. Если немножко задевает, устраняем это с помощью регулировочных винтов. Ну вот, как видите, ничего сложного в этом нет. Надеюсь, видео было вам полезным. Всем пока. Спасибо за просмотр.